Сегодня 6 апреля 2026 года, и мы сегодня распакуем замечательный, новый, запакованный в заводской пленке iPad 4-го поколения с модулем для сим-карт. Ребят, совершенно случайно нашел эту капсулу времени на сайте бесплатных объявлений. Полностью оригинальный iPad, который даже ни разу не активировался с 2012 года. Представляете, ребят? Давайте мы посмотрим внимательно коробку. Приобрел я его, ребята, за 45 евро. Представляете, новый iPad. Кто бы мог подумать, что я смогу сейчас вам показывать такую капсулу времени. Здесь немножко есть какие-то царапины на пленке. Давайте мы посмотрим этот iPad с разных сторон. Надпись iPad сбоку. Логотип яблока. Также iPad и также яблоко. Теперь самое главное. Смотрите, ребят. Эта версия на 16 гигабайт. Поддерживает сим-карту. И здесь все серийные номера, пожалуйста, тоже вот. Все оригинально, все четко. Ну, давайте сейчас я его попробую вот так вот прям пленку эту, как обычно, содрать. Так, не получается. Давайте мы вот так вот прям разорвем здесь. Не буду специально никакие колющие предметы доставать. Ребят, вот представляете, смотрите. Новый iPad, абсолютно новый, пожалуйста, вот видите, пленка. Так, момент истины. Открываем. Ну, тяжело как идет. Во! Да, полностью новый, ребят, смотрите. Вот он. Ой, какой красивый, а? Смотрите. Какой классный iPad. Новенький. Во. Просто шедевр, ребят. Я в шоке. Как мне так удалось найти это объявление? Надо же, так повезло. Давайте мы сейчас отложим в сторону. Посмотрим, что у нас шло в комплекте. Здесь у нас идет кабель. Пожалуйста, тоже вот оригинальный. Этот iPad поставлялся уже с Lighting. И здесь у нас есть вот зарядное устройство на... О, 12 ватт, ребят, уже. Я думал, 10 ватт будет. Да, 12 ватт. Пожалуйста, вот блок настоящий, все как положено. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас специальная скрепка для сим-карт. Для извлечения лотка, видите, вот здесь вот. Так. И короткая инструкция, как пользоваться iPad. И самое главное, ребята, здесь то, что на этом iPad iOS 6. И я ее не буду ни при каких обстоятельствах обновлять. По крайней мере, пока что. Смотрите, ребят, полностью здесь. Два яблока, все. Прекрасно, все в отличном состоянии. Новое полностью все. Так. Давайте мы это все в сторону уберем. И посмотрим на сам iPad. Коробку тоже. Так. Сдираем пленку. О, да. Вы только посмотрите на этого красавца. Ну, это просто произведение искусства. Это шикарный iPad, он абсолютно новый, ни единой царапины. Посмотрите. Класс. Просто вообще, я в шоке. Как так мне повезло, я не представляю вообще. Здесь у нас находится динамик, лайтинг, пожалуйста, и модуль для сим-карт, антенны. Давайте попробуем его включить. Я, конечно, не думаю, что он включится, но попробуем. Так, 3, 2, 1, погнали. Есть заряд? Нет, конечно, заряда у нас здесь нет. Давайте я сейчас его поставлю на зарядку. У меня есть тоже специальный зарядник. И через некоторое время я снова к вам вернусь. Вот, ребята, у меня есть зарядное устройство на 12 ватт. Тоже это оригинальное Apple-овское. И не оригинальный кабель. Но он очень
качественный. Давайте сейчас мы подключим это дело все и посмотрим, заработает ли наш новый iPad. О чудо! Я вижу логотип Apple, и он iOS 6. Ребята, все супер, смотрите. Это очень хороший знак. Мы видим старую батарейку. Вот. И сейчас наш iPad должен зарядиться полностью. И потом мы сможем продолжить дальше обзор. Ребята, самое интересное это то, что iPad за столько времени, находясь в коробке, вообще не пострадал никаким образом. То есть, смотрите, он спокойно заряжается. Вот, пожалуйста. Батарея полностью в порядке. Никаких повреждений. Все супер, ничего не вздулось. Все замечательно. То есть, я поражаюсь вообще. Очень качественные продукты, конечно, от Apple. Все, я оставляю его на зарядку. Сейчас он зарядится полностью до 100%. И чуть позже я к вам вернусь. Ребята, он живой, iPad включился, Он полностью рабочий, смотрите, класс, 1% заряда, смотрите. Пока iPad заряжается, мы с вами вернемся в 2012 год, благодаря замечательному сайту интернет-архив или Wayback Machine. Я выбрал ноябрь 2024 года, вот у нас единственный снимок, получается, сайта сделан. И открыл вот эту замечательную страницу. Вот они, iPad. Вот сюда я нажал на iPad. И здесь идет сравнение, какие iPad в то время были актуальны. Давайте мы сейчас зайдем вот на эту страницу. Значит, здесь у нас представлена моя модель iPad 4. Здесь есть черный цвет и белый. Базовая версия стоила 499 евро в Австрии. Это Apple Австрия сайт. Вот, смотрите, существовали, получается, 16 гигабайт, 32 и 64, самая мощная. У меня Wi-Fi плюс сим-карта стоил на то время 629 евро. Самая дорогая версия у нас стоила 829 на 64 гигабайта и средняя 729. Так, ну вот здесь основные характеристики описаны, что Apple Store, в котором более 275 тысяч приложений на то время. Самый мощный чип A6X. И самое главное, технология Retina Display. Это улучшенный дисплей, на котором не видно пикселей вообще. Вот также упаковка такая же, как у меня на видео. Так, давайте мы сейчас сюда вернемся. Вот на то время был iPad mini, iPad 2 и iPad 4 поколения. Именно мой аппарат. Так, ну тут то же самое все. Поддерживает он Wi-Fi двухдиапазонный, уже вот, пожалуйста, 2,4 и 5 ГГц, и Bluetooth версии 4.0. Также модуль вставлен, у него максимальная поддержка LTE. Прекрасно, даже сейчас можно пользоваться спокойно сим-картой с LTE интернетом. И, конечно же, зарядный порт с новым кабелем Lightning, который пришел на смену старому 30-контактному вот этому адаптеру. Для точности распаковки мы заходим на официальный сайт компании Apple в Австрии на немецком языке. Вот. Вводим серийный номер и вводим специальный код. Нажимаем Send. Да, обратите внимание, OBS означает, что это устаревшее устройство iPad 4 поколения, Wi-Fi Cellular, мультимедиа, серийный номер, и здесь пишется Gerät nicht aktiviert. Это означает, что устройство абсолютно новое, до меня его никто не использовал. Вот как он был выпущен с завода в 2012 году, как его упаковали, так он меня дожидался до сегодняшнего дня. И вы можете это сейчас все наблюдать в YouTube, каким образом я это все смог достать и показать вам. Ну что ж, прошло полдня, и iPad полностью зарядился на 100%. Давайте мы его сейчас разблокируем и первоначально настроим.
О, ребят, как классно, вот когда смотришь вот на эту iOS 6, она такая классная была вот в свое время. Смотрите, на всех языках добро пожаловать, вот на русском welcome, welcome, видите, на греческом, на всех языках. Ну, давайте мы выберем сейчас, вот видите, немецкий по умолчанию, потому что аппарат австрийский. Мы выбираем русский, нажимаем дальше. Установка языка. Потрясающее чувство, ощущаю себя прям как будто в 2012 году впервые настраиваю iPad 4-го поколения, который только-только вышел. Так, ну регион мы оставляем Австрия. Обратите внимание, как красиво сделана анимация. Везде вот полностью планета. И можете выбрать вот, любой регион. Австрия по умолчанию. Дальше проверяем сеть. Да, сеть работает, все супер. Сейчас я подключусь к Wi-Fi, введу пароль и продолжим. Так, подключить. И сейчас произойдет активация первая данного устройства. Время 22:21. Так, подсоединились. Далее. Ваш iPad не удается активировать, так как не удается связаться с сервером активации. Попытайтесь подключить iPad еще раз. Ну, давайте попробуем еще раз. Видите, ребят, даже с первого раза не смог активироваться, потому что устройство старое. Да, смотрите, не получается по Wi-Fi сделать ничего. Так, а если мы его заблокируем так вот? Еще раз давайте. Нет. Сбой активации ничего не помогает. Ну что ж, давайте мы подключим его к iTunes. У меня сейчас включен мой Mac Mini. Там iTunes нет. Там уже iTunes встроенный. И сейчас я подключаю к iTunes или к Mac Mini на macOS Tahoe. Так. Да, все получилось. Через компьютер все замечательно активировалось. Ну супер. Давайте пока отключим его. Службы геолокации. Включить, конечно. Так, настройте как новый iPad или восстановите из резервной копии. У нас только новый. Нажимаем далее. Ох, какие красивые значки, ребят. Ну вы только посмотрите. Это же просто произведение искусства. FaceTime, книги, iCloud, такая прям железная прям. App Store, смотрите. Game Center. Ой, ну это же просто класс, а. Вот почему Apple отказалась от идеи таких вот настоящих символов. Странно, ну ладно. Пропустить этот шаг. Пропустить. Так. Условия использования. Естественно, мы принимаем все условия. Диагностика я всегда делаю не отправлять. И теперь ваш iPad настроен. Вы готовы приступить к работе с самой передовой iOS на 2012 год. Начать использовать. Ва, класс, ребята. iOS 6, смотрите. Ну-ка. Класс. Вот это да. Вот это ностальгия. Я в шоке вообще, ребят. Давайте традиционно зайдем в настройки. Ой, как все быстро открывается. Об этом устройстве. И посмотрим. Ребята, слушайте. Версия здесь iOS 6.1.2. Это самая классная и обновленная версия, которая, по-моему, была. Если я не ошибаюсь. Ну-ка, сейчас, подождите, сейчас проверим. Здесь стоит iOS 6.1.2, которая вышла 16 февраля 2013 года. То есть, есть еще более новее, самая последняя прошивка 6.1.3, которая вышла уже в марте этого же года, 2013. То есть, здесь стоит практически самая прекрасная и предпоследняя операционная система до вот этого вот полного обновления, когда Apple убрала знаменитый интерфейс iOS 6 и стала делать его таким вот, какой он сейчас есть у нас практически. Да, ребят, смотрите, все, жесты работают, все полностью. Вот, пожалуйста, есть многозадачность, есть поиск. Ну что, ребят, давайте попробуем первым делом проверить звуки.
Да, все, пожалуйста. Все работает. Класс. Ну-ка. Ну, оставим по умолчанию вот это вот. Да, все, пожалуйста. Да, слышите звук блокировки? Еще раз. Класс, ребят. Вообще, просто бомба. Я в шоке. Как так вот? Бывает же такое вот совпадение в жизни. Яркость и обои. Давайте посмотрим, какие у нас здесь обои есть. Есть вот красивые, стандартные всякие разные здесь. Джинсы, я помню, да, вот это была вот тоже. Это стандартная. Капли. Класс. Просто шикарно. Часы у нас вот здесь есть. Давайте посмотрим часы. Да, пожалуйста, часы ходят тоже. Насколько мне известно, часы вот эти вот, это настоящая копия часов в Швейцарии, которые на вокзале используются. И Apple выкупила эти часы, лицензию для того, чтобы они были в iPad. То есть такая стрелка, и там получается точка вот на стрелке. Да, пожалуйста, все работает. Смотрите, часы, вот будильник, секундомер, таймер. Да, вот здесь красиво еще у нас таймер работает, видите, вот. С такими щелчками. Давайте посмотрим киоск. Киоск у нас расположен как настоящая полка книжная. Сейчас это книги называются. Давайте посмотрим заметки, как открывается. Просто красота. Ну-ка, если мы вот так перевернем. Да, ребят, смотрите, если мы переворачиваем в такой вот горизонтальный режим, получается, у нас даже видно здесь вот кожаную такую вот часть, вот этот кожаный карман сбоку. И получается, мы можем, насколько я знаю, здесь новые заметки делать. То есть сразу что-то записать. Вот. Поразительно. И клавиатура очень хорошо прям реагирует. И большая такая. Просто супер. Так, и если мы просто переворачиваем его в обычный режим, у нас получается просто красивая такая тетрадка. Дальше давайте откроем Game Center, посмотрим, что здесь у нас. Лучшие игры Game Center. Войти или создать новый Apple ID. Обратите внимание, что здесь вот есть такие прям какие-то карты. Все так красиво сделано. Так, тут какие-то кнопки, я так понимаю, но они не активны. И все так красиво сделано именно под дерево. Смотрите, стекло прям вот то же самое, прям такой эффект. Здесь вот у нас уведомления, которых нет пока что. То есть до такой степени классно все сделано вообще. И iOS 6, она просто божественно оптимизирована для этого железа. Посмотрите, как она открывается быстро. Вот, прям силой мысли, можно сказать. Еще в картах мне вот нравился вот этот эффект такой, смотрите. Вот. Эффект страницы. Оп. Вот так вот, дополнительные функции вы можете посмотреть. И здесь у нас вот гибрид, спутник. Естественно, ничего не работает, потому что устройство официально не поддерживается. Вот. Материала карт вообще нет. Ну-ка, давайте проверим камеру. Работает, нет? Так, окей. Давайте попробуем сфотографировать что-нибудь. iPhone 11, например. Так, ну-ка, увеличим. Да, все работает. Ну-ка. Да, все супер, пожалуйста, вот. Ну надо же. Так, ну-ка, фронтальную камеру. Так. Ага, это видео я переключил. Так, фронтальную камеру. Ну-ка. Да, вот тоже, пожалуйста. Камера снимает, видите. Здесь, правда, не работает зум. Вот, но я могу полностью вот так вот все это дело фотографировать. И все работает. Да.
Да, ребят, обратите внимание, что подтянулся календарь, показывает Монтак 6 число, что это понедельник, 6 апреля 2026 года. Вот, смотрите. Вот, и календарь тоже очень красиво выполнен. Вообще шикарно, смотрите. Здесь как у нас все сделано. По-моему, да, вот здесь еще перелистывались вот так вот эти листочки, смотрите, прям. Ну, скажите, вот, это намного лучше, чем современное сейчас, вот то, что придумали. Вот, ну, правда, смотрите. Да, я понимаю, может быть, это как-то устарело или еще что-то, но мне очень нравится. Смотрите, это же просто шедевр. Такая простая система. Я не знаю, как это тяжело в разработке или нет. Но вы можете, как настоящий календарь, открыть, посмотреть, какие у вас события, вот, листать. Прям вот виртуальный календарь настоящий. Пожалуйста, вот неделя, месяц, год. Ну, это очень классно. Смотрите, даже здесь вот железочка, видите, вот это вот сверху. Все продумано, как хорошо сделано. Просто класс, вообще супер. Обратите внимание, что раньше в iOS 6 у нас были доступны вот такие вот ссылки на Facebook, на Twitter, которого уже не существует. Facebook еще есть пока. Вот. И можно было отсюда сразу же установить приложение это. Здесь у нас все настройки. Пожалуйста, вот iCloud. Очень красиво тоже сделано. FaceTime. Цифровая фоторамка. Можно сделать ее также из фотографий на заблокированном экране. Сим-карта. Bluetooth, пожалуйста. И уведомления. Вот. Давайте откроем фотобот, посмотрим здесь. Да, вот у нас красивый фотобот. Разные здесь всякие функции можно делать. Так. Все работает полностью. Контакты. О, посмотрите, ребят, тут даже контакты как сделаны классно. Ну-ка. А я что-то не припомню такую вот книжку, именно контактную, чтобы она прям была вот так вот настоящая прям. Да, здесь можно, вот, я не знаю, страница здесь не переворачивается. А, нет, переворачивается, да, получается, вот. То есть здесь можно вставить контакт. Вот, и страницы, они туда влево вот так листаются, и вы потом можете вот так контакты все смотреть, как в записной книжке, прям по-настоящему. Ну, вообще класс просто. Обратите внимание, что нижние вот эти символы, у них есть прям тень тоже здесь, и они как будто лежат на такой стеклянной поверхности. То есть современный эффект стекла, который сейчас присутствует, он вообще даже рядом не стоит вот с тем, что было раньше, абсолютно, потому что это настоящий шедевр. Жаль, что дальше это не продвигалось, что у нас символы превратились просто в какие-то унылые, непонятные значки. Честно. Вот. Мне потому что больше нравилась эта система вообще во всем. Давайте откроем сообщение. Даже iMessage поддерживается. Вот, пожалуйста. Естественно, нужно войти в Apple ID. И сейчас, ребят, давайте мы проверим сим-карту. Сейчас я вставлю сим-карту сюда, вот в это место. И посмотрим, словит ли он у нас сеть. Так, у меня есть рабочая сим-карта. Как раз современная, которая подойдет сюда. И давайте мы сейчас аккуратненько вытащим слот. Вот сюда нужно будет надавить. Есть. А, нет, здесь больше, ребят. Мне нужно сейчас найти адаптер, чтобы вставить ее. Да, здесь чуть побольше она. Немножко просчитался. Здесь большая стоит сим-карта. Так, сейчас будем искать адаптер. Так, вот у меня есть адаптер. Сейчас эту сим-карту старую уберу. И вставим сюда. Да, здесь получается вот большая сим-карта старая, потом чуть поменьше и самая маленькая современная, которая до сих пор используется, между прочим. Вот так мы вставляем в адаптер. Вот она симка. Так. Ищем уголок. Вот он. И вставляем в iPad. Да, сколько я их раньше вставлял, штук этих.
А, вот, все. Оп, все, есть такое дело. Так, ну смотрим. Для того, чтобы сеть словилась, нам необходимо зайти вот так вот в основные, включить авиарежим и потом включить снова поиск сети. Так, смотрим. Происходит поиск. Давай, ищи. Так, что-то пока не хочет он ловить сеть. Но сим-карта 100% рабочая. Странно. Возможно, сейчас нужно еще раз попробовать ее переделать. Ну-ка, здесь. Вот, сотовые данные есть. А вот включить LTE. Ну-ка. При использовании LTE данные загружаются быстрее. Ну, это мы знаем. О, есть такое дело, ребят, смотрите. Все, пожалуйста, видите? Вот сеть Вау. Пожалуйста, все словило без проблем. Все, теперь можно оформлять тариф. Здесь тарифа пока никакого нет, он просто для сети, для поиска. И пользоваться как обычно. Пожалуйста. Полностью рабочее устройство. Прекрасно. Да, все супер. Сотовые данные, пожалуйста. Вот. Просто iPad или сотовые данные. Включаем. Также доступен режим модема. Можно сделать его в режиме раздачи интернета. То есть поддерживаются практически все функции современные, что сейчас есть у iPad или у iPhone. Я подключил данный iPad к операционной системе macOS Tahoe, к моему Mac Mini. Давайте покажу сейчас сборку. 26.4. Номер сборки видите на экране. И я скачал специальную утилиту. Давайте мы сейчас ее запустим. Здесь у нас пишется дата изготовления 2013-03-04. Наверное, март 2013 года. Значит, сейчас происходит заряд. Вот видите. Количество циклов у нас 0, пожалуйста. То есть мы видим 100%, что это настоящая оригинальная батарея без какого-либо использования. Состояние аккумулятора внутри 93,7%. Ну, это следовало ждать, потому что iPad лежал без действия. Он не заряжался, и химическая реакция, к сожалению, у нас уменьшается, и тем самым емкость понижается. Это абсолютно нормально. И в данный момент у нас идет заряд от Mac Mini 6,1 Вт. Вот, пожалуйста. Так что это доказывает то, что iPad 100% новый, никем не использованный и абсолютно работает на оригинальной системе iOS 6. Теперь, ребят, давайте проверим, как он себя ведет в браузере. Так, Safari. И давайте перейдем, допустим, на google.at. О, смотрите, ребят, он работает. А ну-ка, вот так вот. Да, все, смотрите, полностью поддерживается еще браузер. Вот, пожалуйста, Google. Можно войти. Ну-ка, давайте попробуем найти YouTube, например. Нет, к сожалению, YouTube уже не работает. Браузер больше не поддерживается. Чтобы продолжить поиск, установите последнюю версию. Да, к сожалению, здесь у нас уже не получится ничего сделать. Нет, ни в какой, ребят, не работает, к сожалению. Все, браузер окончательно устарел. И здесь ничего невозможно посмотреть. То есть это практически как раритетный такой экземпляр на iOS 6. Его, естественно, можно обновить до новой прошивки. Но пока я этого делать не буду. А так, пожалуйста, перед вами новый iPad, который без проблем зарядился до 100%. Правда, мне понадобилось полдня. Сеть работает. Камера все работает. Без всяких проблем. Я уверен, что здесь все работает. И аккумулятор не вздулся. Все, пожалуйста, без всяких проблем. Так, вот у нас экран блокировки. Вот, видите. Вот такой красавчик. Новый абсолютно iPad ко мне попал в руки. Ребят, напишите комментарии, как вам iOS 6. Нравится ли вам она вообще или нравилась в свое время, когда она только вышла. И хотели бы вы, чтобы Apple снова
перешла к такому дизайну красивому, чтобы мы радовались пользованию системой и нашими современными сейчас айфонами, айпэдами, macOS. Мне очень нравится дизайн iOS 6, как здесь все сделано, конечно. Но, к сожалению, если использовать iPad сейчас для каких-либо целей, он не годен абсолютно ни для чего со старой системой. И проблема еще заключается в том, что если сейчас его обновить до iOS 10, он поддерживает самую последнюю прошивку iOS 10, он начнет тормозить, и отсюда удалится полностью весь вот этот вот дизайн старый. И придется пользоваться унылым и некрасивым дизайном iOS 10, по моему мнению, так вот. Все, это был обзор iPad 4, 16 гигабайт с сим-картой. Всех благодарю за внимание. Увидимся в следующей распаковке.